нет шума городов, только ветер, горы и бескрайние просторы. Здесь нет электричества, нет воды, здесь уличный туалет. Надо идти на длинный хайк вдоль воды. Бизонам наплевать на людей, они могут идти по дороге. Поэтому все продукты, их убирают такие специальные железные ящики. Вокруг нас все время что-то булькает, варится, плавится и преобразуется. Выглядит как ванны с хрустальной прозрачной водой. У этих гор нет привычных предгорий, они словно вырастают прямо из-под земли. Вы видите, что находится у меня за спиной? Ребята, это не фото-обои. Это момент, когда понимаешь, ради чего стоило идти. Каждые 5 минут ты встречаешь какую-то группу. Озеро Эмеральд находится на высоте 3000 метров. Наверх, к самой высокогорной асфальтированной дороге в Северной Америке. По этому трейлу гуляют семьи с детьми, кто-то катит коляску, кто-то несет малышей в рюкзаках. Здесь надо в каждый парк приезжать неделю. Потому что 2 дня в парке, то ты понял, что здесь красиво, тебе же надо уезжать. Да. Ребята, привет! Привет! Мы едем на запад. Те, кто смотрел наше видео, знают, что мы путешествуем по Америке с нашим RV-трейлером. Только не в этот раз. Нам очень хочется посмотреть на запад, но на западе самые красивые места – это горы. А ехать с этой огромной контуры туда нам показалось очень неразумным. Поэтому мы решили трейлер поставить здесь, сесть на самолет, снять машину и дальше на машине уже залезть в самые интересные классные места. Благо, там есть достаточное количество хороших дорог и к очень многим красивым местам можно добраться пешком. В нашем списке несколько локаций, которые мы должны обязательно посетить. Мы планируем жить там в кемпингах, соответственно, ночуем в палатке и днем ходим на хайки, смотрим на красивые места. Мы планируем начать с Сороки, это северо-восток Йеллоустоуна. Дальше Йеллоустон и дальше уже вниз Гранд Титанс и потом вниз Солт-Лейк и обратно возвращаться в Денвер на Рокки Маунтин, в скалистый город. Это такой план. Посмотрим, что из этого получится, а что нет. Ну что, поехали? Поехали. Посмотрим. Итак, у нас есть на все 10 дней. Мы летим из Нью-Йорка в Денвер, штат Колорадо. Это чуть больше 4 часов полета. Билеты стоили $280 туда-обратно на человека. Из Денвера ехать в Йеллоустоун около 10 часов на машине. Есть аэропорты и поближе, но, во-первых, в Денвер билеты стоили нам дешевле, и мы хотим сделать саму дорогу частью путешествия. Из аэропорта Денвера в центр города удобно ехать на поезде. Это примерно 40 минут за $10 билет. Поезд комфортный, полупустой, с кондиционером и затемненными стеклами. Машину мы заранее арендовали на все 10 дней в компании Sixt. Стоимость аренды $500. Кстати, интересно, несмотря на то, что при аренде машины ты указываешь конкретную модель, которую хочешь взять, по факту на месте тебе дают аналог из того же класса машин, но не обязательно ту, которую ты выбрал при аренде. Например, мы хотели взять Toyota RAV4, а получили Jeep Compass. Выезжая из Денвера, мы заехали в ближайший Walmart и купили запас продуктов впрок, одноразовую посуду и кемпинговые стулья. $12 за стол. Конечно, мы не сможем увезти их с собой в Нью-Йорк, но это возможность сидеть вечером у костра или с кружкой чая на берегу озера с каким-нибудь потрясающим видом, поэтому мы купили. После закупки мы ехали уже без остановки, почти 5 часов в лучах заходящего солнца среди прерий Вайоминга, который еще называют ковбойским штатом. Даже если вы не бывали здесь, вам хорошо известны эти пейзажи. Множество фильмов об индейцах и рекламных роликов были сняты именно на просторах Вайоминга. Ведь главная его туристическая достопримечательность – роскошная природа. Поэтому здесь множество заповедников и парков, в которые мы и едем. Кстати, Вайоминг – самый малонаселенный штат США. В первый день мы ночевали в маленьком мотеле на дороге в городе Баффало. Мы забукали его заранее через Booking.com, он обошелся нам $119 со всеми налогами. После перелета поезда в Денвер, учитывая разницу во времени 2 часа, аренду машины, покупки в Walmart, мы страшно устали. И хорошо, что первая ночь была не в кемпинге в палатке. В первый день нашего путешествия мы проснулись в 6 утра по местному времени и сразу поехали завтракать в город Баффало. Сначала мы зашли в старинный отель в центре города. Очень атмосферное место с антикварной мебелью. Мы просто полюбовались на роскошные интерьеры и спросили совет, где лучше всего позавтракать. Неудивительно, что нам посоветовали соседнюю дверь. Это симпатичный салон. В 7 утра он был уже полон людей, поэтому мы смогли устроиться только за барной стойкой. Атмосфера очень располагающая. Дерево, история, запах кофе и жареного бекона. Это одно из тех мест, где хочется задержаться, просто чтобы смотреть, как просыпается маленький американский город.
На языке местных индейцев Вайоминг переводится как «изменчивые горы и долины». Неудивительно, после участка Великих Равнин, спустя 4,5 часа пути от Баффало, мы стали подниматься в горную часть и в итоге оказались уже в штате Монтана, такой скалистый, величественный дикий край. Здесь дорога идет по склонам живописного ущелья, и очень часто можно останавливаться в специальных местах с прекрасными видами на горы, чтобы пофотографировать и насладиться открывающимися перспективами. Когда мы готовились к поездке, мы искали в интернете самые популярные туристические места, но друзья, которые здесь много раз бывали, посоветовали нам много других мест из их личного опыта. Одно из них было как раз Абсарока. Мы специально сделали крюк по дороге и заехали в это место. Вторую ночь мы уже не стали ночевать в мотеле. Мы остановились в кэмпграунде в горах. Мы не букировали его заранее. Есть такие кэмпграунды, куда ты можешь приехать по принципу «первый приехал, первый занял место». И нам повезло, места были. Он такой, называется, Primitive Campground. Здесь нет электричества, нет воды, здесь уличный туалет, такой простенький. Но, тем не менее, вид отсюда потрясающий. Мы стоим на горном озере. И несмотря на то, что тучки не так уж ярко и красочно, но здесь так пахнет, здесь пахнет этими соснами, здесь какой-то такой запах эфирных масел. И очень вкусно этим дышать, и хочется с собой забрать немножко и дышать им дальше. Мы сейчас на высоте 3000 метров, и это наш самый высокогорный, самый северный кемпинг. Место, где мы остановились, называется High Lake Wilderness. Кемпинг стоил нам $25 за ночь. Интернета в кемпинге нет совсем, нет душа, но есть вода на кемпсайте, есть электричество и уличные туалеты. Без канализации, но чистые. У хозяина кемпинга есть генератор и спутниковая тарелка, чтобы быть на связи. То есть это место, оно словно отрезано от мира. Это абсолютная тишина и глубина. Но при этом сюда легко добраться. Просто сел на машину, и ты здесь. Комаров здесь много, очень много. Несмотря на высоту почти 3000 метров, они чувствуют себя прекрасно. Хороший репеллент обязателен. Еще здесь очень много табличек о том, что здесь водятся медведи. Они могут прийти в кемпинг, они могут встретить вас на трейле. И о том, что нужно делать, как себя вести правильно, чтобы не приманивать медведя в кемпинг. Поэтому все продукты, их убирают в такие специальные железные ящики, которые закрываются и защелкиваются железными карабинами, что медведи сюда не могут залезть. Это настоящая северная дикая природа. Черничные кусты, дикие цветы, камни, прохлада и цепочка каскадных высокогорных озер на плоскогорье, где стоит наш лагерь. Одно озеро перетекает в другое через маленькие болотца или ручьи, похожие на рукава. Здесь надо идти на длинный хайк вдоль воды, и на протяжении всего пути озера будут сменяться одно за другим, словно сцены из акварели. Можно гулять целыми днями, особенно не набирая и не сбрасывая высоту. Здесь, говорят, хорошая рыбалка, радужная форель клюет охотно, нужно только знать, где стоять. Мы встречали туристов с тяжелыми рюкзаками, они шли в поход на 5 дней. Здесь везде можно стоять с палаткой, не надо спрашивать разрешения, чтобы поставить лагерь, что не характерно для парков США. Солнце то показывалось, то снова скрывалось за облаками. Погода здесь меняется каждые полчаса. Это делает съемку настоящим вызовом. Стоит вытащить камеру, как яркий свет сменяется серым небом. Но вот все как в жизни. Если хочешь поймать красоту, нужно быть терпеливым. Для нас это был идеальный кемпинг – провести ночь под звездами, а утром пойти в поход по этим невероятным тропам. Так что слушайте опытных туристов, чтобы находить такие природные жемчужины, которые не так разрекламированы в интернете. На следующий день мы рано проснулись, собрали лагерь и поехали в Йеллоустоун. Мы поняли, что нам не хватило времени на Абсароку, мы хотели бы гулять там еще, там было что смотреть. Йеллоустоун – это огромный парк, самый большой природный парк в США. Его площадь около 900 тысяч гектаров, он покрыт девственными лесами. Мы ехали по дороге по Йеллоустоуну, мы встретили стадо бизонов, мы даже не ожидали, что нам так повезет. И вот ходим, фотографируем, не можем оторваться. Стада диких бизонов здесь мирно пасутся вдоль реки. Машины сразу снижают скорость, паркуются, люди выходят из машины, снимают на камеры этих могучих красавцев. Бизонам наплевать на людей, они могут идти по дороге, переходить ее в любом месте, делать все, что они захотят, ведь они у себя дома, а мы у них в гостях.
Из-за того, что мы ехали из Апсарока, мы заезжали в Йеллоустоун с севера. Таким образом, мы проехали почти весь парк до нашего кемпинга, где у нас заблокированы 3 ночевки. Это кемпинг за пределами парка, и он значительно дешевле любого кемпинга на территории Йеллоустоуна. Но за это нам приходилось ехать каждый день по 40 минут до гейзеров. Мы просыпались рано и в 7 утра уже выезжали в парк до того, как туда приедут все. Но в дневные часы мы все равно оказывались в толпе туристов. Это август, самый горячий сезон, и нам не на что жаловаться. Могло быть и хуже. В Йеллоустоуне находится около 10 тысяч гидротермальных объектов. Это самая большая коллекция в мире. Это гейзеры, горячие источники, грязевые котлы, причем около 500 активных гейзеров, что составляет более половины всех гейзеров в мире. Вокруг нас все время что-то булькает, варится, плавится и преобразуется. И все доступно для человека с машиной. Везде сделаны подъезды, парковки и деревянные настилы для того, чтобы поближе подойти к гейзерам, не наступая на опасную почву с серной кислотой. На вид многие гейзеры выглядят как ванны с хрустальной прозрачной водой и под палящим солнцем, но очень хочется искупаться. Но из-за серных испарений и высокой температуры к ним даже близко подходить опасно. Ребята, температура этого милого бассейна сзади 94 градуса Цельсия. Идешь по деревянным дорожкам вдоль разноцветных озер и гейзеров, и ощущение, что это не Земля вовсе, а какая-то другая планета. Под ногами клубится пар, вода переливается синим, зеленым, оранжевым. Вода сияет, словно подсвеченная изнутри, а вокруг запах серы, шипения, потрескивания, всплески кипящей воды. И кажется, что Земля здесь живая и дышит прямо у тебя под ногами. А воздух густой, тяжелый, наполненный запахом минералов. Он жжет в носу и оставляет горьковатый привкус во рту. Все настолько необычное, что забываешь, где ты находишься, и кажется, будто шагнул в инопланетный мир. Очень живописная речка, но купаться мне точно не следует. В какой состав речки? Alkaline chloride waters. У нас тут есть arsenic, mercury, другие какие-то элементы. У нас очень много минералов. У нас есть nitrogen, methane, hydrogen fluoride. У нас есть очень много всего, что невкусно и не полезно. И не полезно. За один день можно успеть посмотреть еще один природный шедевр – Большое призматическое озеро. Это самый большой горячий источник в США и 3-й по величине в мире. Оно более 110 метров в диаметре и около 50 метров глубиной. Вода тепленькая, 70 градусов Цельсия. Насыщенный синий цвет в центре, там вода настолько горячая, что в ней не выживает никакая жизнь. А вот палитра художника по краям, эти оранжевые, желтые, зеленые оттенки, их создают термофильные микроорганизмы, которые умеют жить при экстремальной жаре. После озера еще можно успеть поехать в Большой каньон Йеллоустоуна, одно из самых впечатляющих мест парка. Из-за термальных процессов стены каньона желтого, розового и красного тонов. Мы отправились в хайк по одному из трейлов, который идет прямо по склону каньона. Дорога крутая, петляя серпантином, но с каждым поворотом открывается новый вид. То блестящая лента реки внизу, то величественные водопады, падающие с огромной высоты. Здесь сразу 2 гиганта – Upper Falls и Lower Falls. Верхний водопад ниже, около 33 метров. А вот нижний водопад – настоящий символ парка. Высотой почти 94 метра он выше Ниагары. Потоки реки Йеллоустоун срываются вниз с такой силой, что над ущельем стоит постоянное облако брызг и радуга в солнечный день. Но еще один день нужно отвести на самую отдаленную часть парка – Mammoth Hot Springs. Здесь подземные воды, нагретые вулканической магмой, проходят через пласты известняка, растворяют кальций и уже на поверхности осаждают кальций в виде белого минерала. Так рождаются знаменитые террасы, похожие на гигантские лестницы или застывшие водопады. Интересно, что пейзаж здесь никогда не остается одинаковым. Старые источники могут полностью пересохнуть, а новые открыться буквально за ночь. Ученые подсчитали, что террасы растут с колоссальной скоростью, до 5 мм в день, и за год образуется несколько тонн минерала. Цвета тоже не случайны. Белый – это чистый кальций, а желтые, рыжие и зеленые оттенки создают термофильные микроорганизмы, опять же, которые живут здесь при температуре воды 70 градусов. Надо посмотреть и самый знаменитый гейзер на планете. Это визитная карточка парка. Гейзер Old Faithful или Старый Служака. Вообще-то у нас сегодня годовщина свадьбы. А что вы сегодня будете делать? А мы сегодня будем ходить по Йеллоустоуну, смотреть на гейзеры. Сейчас мы ждем, когда будет извержение самого чудесного гейзера в этой эре, Old Faithful. Оно назначено через 15 минут. Надеюсь, он не задержится и выстрелит в отведенное ему время.
У гейзеров иногда есть предсказания по времени извержения, они известны заранее. Так вот, у Old Faithful извержение происходит примерно каждые 90 минут, то есть туристы заранее могут узнать время следующего шоу. Столб кипящей воды и пара поднимается на высоту до 50 метров, и все это длится до 5 минут. Температура воды в подземных резервуарах достигает почти 120 градусов Цельсия, но из-за давления она не закипает, пока не прорывается наружу. Ученый наблюдает за старым служакой уже более 100 лет. Именно он помог понять, как устроена сложная система гейзеров в Йеллоустоне. Неудивительно, что именно у подножия этого гейзера построили знаменитый Old Faithful Inn. Это один из самых больших деревянных отелей в мире, где можно смотреть на извержение прямо из окна. Здесь вокруг вообще построена серьезная туристическая инфраструктура. После нескольких дней в настоящей дикой природе мы оказались в месте, которое ощущается почти как город. В наш последний день в Йеллоустоне опять ранний подъем, палатки собрали, машину загрузили, и дальше наш путь лежит в следующий парк. Мы уехали из Йеллоустона, но времени нам опять не хватило на все, что еще хотелось бы посмотреть. В принципе, здесь по-хорошему надо провести неделю. Здесь есть что смотреть все это время. Мы бегом пробежались по парку. То, что вы видели, это всего лишь часть парка. Мы выезжали мимо озера Йеллоустоун и остановились на парковке. Прямо на берегах озера много красивых горящих источников и паровые выходы. Опять же, по деревянным дорожкам ко всему можно подойти и внимательно рассмотреть. Опять задумываешься о том, что все это часть огромного вулканического котла. Это самое большое высокогорное озеро в Северной Америке. Его площадь почти 350 квадратных километров, а длина береговой линии более 220 километров. Максимальная глубина озера 120 метров. Вода очень холодная. Ученые исследовали дно озера и нашли там гигантские гидротермальные купола, которые продолжают расти и говорят о том, что вулкан под Йеллоустоуном жив и активен. Гранд Титанс – это место, которое невозможно забыть. Смотрите сами, вы едете по ровной дороге, и вдруг прямо перед вами поднимаются острые пики почти до 4000 метров. У этих гор нет привычных предгорий, они словно вырастают прямо из-под земли. Из-за этого кажется, что вершины стоят совсем рядом и тянутся прямо в небо. Дорога вдоль парка само по себе уже приключение. Каждые несколько минут хочется остановиться, чтобы еще раз посмотреть на эту панораму и фотографировать, и запомнить это навсегда. Нам показалось, что в этих местах никто не живет постоянно. Сезон короткий, всего несколько месяцев в году. Мы узнали, что зимой многие дороги и кемпинги закрыты, все заметает снегом. Вместо машин здесь катаются на беговых лыжах и снегоступах, а тропы ведут через тишину и белые просторы. Туристов немного, и холод здесь суровый. Ночами сильный мороз, не каждый рискнет приехать в этот сезон. Ребята, мы приехали в кемпинг на берегу озера Джордан Лейк. Вы видите, что находится у меня за спиной? Ребята, это не фото-обои, это на самом деле. Это горная система Гранд Титанс. Вот эти вот невероятной красоты, восхитительные пики со снегом, которые подбираются к вершинам. Это и есть то, из-за чего и приезжают сюда туристы в таком огромном количестве. Вода прозрачная, чистая, градусов 20. Не теплая, но и не холодная. После хайка самое оно. Окунуться, освежиться, заодно помыться, ведь души здесь нет. Кемпинг в Гранд-Титоне настолько большой, что здесь есть собственный супермаркет и сувенирный магазин. Цены в местном супермаркете высокие, поэтому лучше привозить еду с собой. Мы знали об этом заранее, но все равно удивились, насколько дорого стоили даже самые простые вещи. Есть даже кафе и автозаправка, но все организовано так, чтобы туристам было удобно и при этом не терялось ощущение, что ты по-прежнему в горах. На въезде табличка «Кемпинг фулл», свободных мест нет, все занято. Наш кемпсайт был без электричества. Чистую воду можно было набирать из крана в общественном туалете. Подальше находились зоны с электричеством для тех, кто приехал с трейлерами. Для тех, кто любит хайкинг, Гранд Титанс – это рай. Здесь больше 300 километров троп, от легких прогулок вокруг озер до серьезных подъемов к перевалам и ледникам. Мы запарковались у начала маршрута к озеру Холли Лейк, и это оказался один из самых красивых маршрутов. Первые километры идешь через хвойный лес. Тут прохладно, пахнет смолой, в кустах пасутся олени, и иногда сквозь деревья уже виднеются вершины гор.
Обычно я в горах хожу не очень быстро, поэтому наша группа разделилась, чтобы ребята успели за световой день зайти на вершинку, которую они себе наметили. И мне всегда хотелось уйти так в горы на день одной, побродить. Но мне было страшновато. А тут получается, что так много туристов. Каждые 5 минут ты встречаешь какую-то группу, так что здесь невозможно побыть одной. Поэтому совершенно не страшно. Потом лес постепенно сменяется альпийскими лугами. Идешь через поляны горных цветов, ручьи журчат, каменные валуны стоят вокруг. Здесь останавливаешься не только перевести дух, но и просто, чтобы насладиться тишиной. Потом начинаются каменистые участки, воздух становится прохладнее, и ощущаешь, что находишься почти на уровне снежников и ледников. Сверху видны озера и леса внизу. Здесь повсюду предупреждения о том, что делать, если ты встретишь медведя. Люди носят с собой на поясе баллончики с газом, отпугивающим медведей. Но мы покупать такой баллончик не стали, потому что он стоит дорого, $50. Их нельзя взять с собой в самолет. Люди берут их в аренду, это стоит гораздо дешевле. Можно взять на несколько дней. Ну и надеюсь, что он будет не использован, тогда люди его возвращают. Чем выше поднимаешься, тем больше открывается вид. Озера внизу становятся похожи на зеркала, а горные пики все ближе и ближе. Холли Лейк лежит прямо у подножия Тетонов. Когда выходишь к нему, открывается невероятная картина. Прозрачная вода отражает скалы и облака. И все это выглядит как идеальная открытка. Часть команды решила подняться еще выше и уйти за перевал. В итоге они пошли по Paintbrush Canyon Trail и сделали за день 30-километровый круговой маршрут. На вершине дух захватывает. Перед тобой открывается вся гряда Тетонов, острые пики, ледники, каменные стены. Это момент, когда понимаешь, ради чего стоило идти такой длинный маршрут. Дальше они спускались вниз по другой стороне горы и наслаждались новыми сумасшедшими красивыми видами. Весь хайк занял целый день, ноги отваливались, но впечатления были сильнее любой усталости. Такой маршрут остается в памяти и не потому только, что это большая физическая прогулка, это возможность почувствовать себя частью дикой, нетронутой природы. Здесь нет шума городов, только ветер, горы и бескрайние просторы Вайоминга. Именно это чувство делает Гранд Титон таким особенным, и именно ради этого сюда стоит приезжать снова и снова. Мы переночевали в кемпинге 2 ночи и провели один полноценный день. Это до смешного мало для такого места. А еще хочется на велосипеде проехать десятки миль по велодорожке по долине вдоль гор. А еще на каяках походить по рекам и озерам. Мы не смогли уехать из Гранд Тетон по плану, мы задержались, поэтому наш план по Солт-Лейк-Сити полностью провалился. Получается, мы приехали в этот город просто переночевать и умчались дальше в скалистые горы, ничего не посмотрев вообще. Последний кемпинг, в котором мы остановились в этой поездке, находится в национальном парке Rocky Mountains. Место очень живописное. Кемпинг находится на высоте 2600 метров. Его кольцом окружают вершины гор, некоторые со снегом в горах, много озер, водопадов. И здесь очень-очень много трейлов, настолько много, что между ними даже ходит несколько маршрутов шаттл бесплатными для туристов. То есть автобус может возить вас между разными трейлами, между разными кемпингами. И это очень удобно, потому что можно делать такие маршруты one way, забрасываться на какой-то отдаленный участок трейла и идти обратно, возвращаться в кемпинг, вместо того, чтобы делать такие кольцевые маршруты, что не всегда удобно. Что мне не понравилось здесь, кемпинг очень открытый. Здесь практически нет высоких деревьев, так что днем, когда светит солнце, в кемпинге очень тяжело находиться, спрятаться негде, тени нет. Да, давай снимай купальник, а то он сейчас оденет свой купальник и будет в нем купаться. Мой купальник. А еще, как это уже стало привычно в этой нашей поездке, в кемпинге тоже нет душевых. Ну, негде помыться, каждый сам как-то для себя решает этот вопрос. Кто в речке, кто водой себя обливает, кто-то, наверное, ездит в город, какие-то наверняка существуют платные душевые. Нам неохота тратить на это время, мы пытаемся сделать все максимально быстро. Поливаем себя водой и купаемся в речке. Зато у лосей все в порядке с купанием. На озере рядом с кемпингом по утрам мама-лосиха плавает со своим ребенком, а на берегу их радостно ждут ранние туристы с камерами. Когда лоси вышли на берег, то разрешили себя немножечко поснимать.
Как вы поняли, сюда приезжают, чтобы ходить в горы. У нас здесь было 3 ночевки и 3 полноценных дня для хайка. Первый день мы сели на шаттл и доехали до самой посещаемой и самой легкой тропы, ведущей к озеру Эмеральд. Это круговой трейл примерно 7 километров длиной, начинается от Bear Lake и проходит мимо 2 живописных озер – Нимф и Dream Lake. За мной Bear Lake. Это место, куда автобус-шаттл привозит туристов, поэтому есть буквально пара утренних часов, чтобы побродить по дорожкам, пока они пустые. Тропа широкая, утоптанная, идет в тени деревьев, иногда выходит на открытые участки с видами на горы. Идти было легко и приятно, поэтому здесь много людей. По этому трейлу гуляют семьи с детьми, кто-то катит коляску, кто-то несет малышей в рюкзаках, и встречались очень пожилые туристы. Очевидно, лучше приходить сюда рано утром. Тем не менее, нужно потратить несколько часов и набрать небольшую высоту 235 метров, чтобы добраться до спрятанного между красивыми горными вершинами озера Эмеральд, которое, собственно, находится на высоте 3000 метров. Люди здесь сидят на берегу, отдыхают, самые смелые купаются в ледяной воде и потом возвращаются обратно. Но много и других маршрутов, непривычно сложных, ведущих к удаленным вершинам. Так, если выходить с раннего утра и ехать на первом шаттле к началу тропы у озера Bear Lake, то можно успеть подняться аж на 3 потрясающие вершины на высоте более 3600 метров, хотя пики и находятся на расстоянии друг от друга. Это настоящее восхождение на весь день. Нижние тропы менее крутые, но не менее красивые. После березовой рощи начинается хвойный лес. Здесь голубые ели, пушистые сосны и можжевельники, которые мы привыкли видеть на городских газонах. Только здесь они дикие, настоящие и растут сами по себе. Кстати, по всем трейлам нельзя ходить с собаками, даже на поводке. Здесь ведь очень много диких животных – олени, белки, бурундуки, птицы с ярким оперением, названий которых я даже не знаю. И мне кажется, собаки могут напугать этих животных, нарушить их маршруты, их спокойствие. Некоторые тропы проложены специально для верховой езды, и они уходят далеко в леса и холмы. Ну а когда ноги болят после хайка и не хочется больше ходить, то надо сесть в машину и проехаться по еще одной местной достопримечательности. Итак, мы едем по грунтовой дороге по склону каньона наверх, к самой высокогорной асфальтированной дороге в Северной Америке. Это шоссе Trail Ridge Road в национальном парке Rocky Mountains, недалеко от Денвера, Колорадо. Еще оно называется шоссе 34 и соединяет Эстес Парк и Гранд Лейк, откуда открываются захватывающие виды. 48 миль пути мы будем ехать через леса и альпийскую тундру, смотреть на диких животных в лесу и останавливаться на смотровых площадках с живописными видами. Но если уж начали ехать, то придется ехать до конца, до самой вершины, так как дорога эта односторонняя, развернуться не получится. Дорога поднимается примерно до 3700 метров над уровнем моря, и это буквально дорога среди облаков. Когда вы едете по ней, особенно под вечер, можно буквально увидеть, как солнце заходит за горные пики, окрашивая все вокруг в невероятные цвета. Здесь в кемпингах есть места, где туристы оставляют ненужное, но полезное снаряжение или продукты. Обычно это shared box или shared table, общий ящик или стол, куда складывают вещи, которые могут пригодиться другим. И мы тоже оставили кое-что в этом боксе. Новые складные стулья, несколько банок с бобами, баллон с газом. Все в хорошем состоянии. Вещи, которые могут спасти чей-то завтрак или ужин, особенно если ты только что приехал, у тебя с собой только самое необходимое. Многие туристы прилетают на отдых с легким багажом, а снаряжение покупают уже на месте. Так что эти боксы работают как настоящая мини-экосистема обмена. А мы заканчиваем наше путешествие, прощаемся с кемпингом и с горами и начинаем планировать наше новое путешествие. Ну что, давайте подведем итоги, завершающие наше путешествие. Все оказалось не совсем так, как мы ожидали. В каких-то местах это оказалось лучше, чем мы ожидали. Во-первых, не забывайте, это наш первый опыт на Западе. И как нам говорили наши друзья, если вы один раз поедете на Запад, вы теперь будете ездить только на Запад. Это правда, это правда. Здесь очень красиво. Здесь высокие красивые горы. Здесь самый большой плюс, что здесь много дорог, которые заезжают в самые интересные места. Плюс Америки вообще путешествие, потому что здесь есть места, где нет людей, где очень красиво, но есть дороги. Но есть дороги, ты везде Да. можешь приехать на своей машине в самое невероятное красивое место.
Да, и в этих местах государство делает разного вида парки. Это бывают стейты-парки, бывают федеральные парки, национальные парки. Здесь очень много на Западе национальных парков. Мы практически только по национальным паркам и ездили. Это Йеллоустоун, это Гранд Титанс, это Rocky Mountains National Park. Одним словом, это из плюсов. Минусы. Здесь надо в каждый парк приезжать в неделю. Потому что 2 дня в парке, то ты понял, что здесь красиво, тебе же надо уезжать. Нам не хватило времени катастрофически. В любой локации мне хотелось задержаться на подольше, а нужно было уже уезжать. Да, нам очень повезло с погодой. Здесь вот в это время, в августе, стоит очень стабильная, солнечная, теплая погода. Почти всегда ты находишься на высоте выше 2 километров. То есть у нас были кемпграунды, где мы стояли на высоте 3 километра. Это в самом начале. А дальше у нас были кемпграунды на высоте 2 километра. И вот последний кемпграунд в Rocky Mountains, например, 2600. 2600, да. И это хорошо. Это хорошо, да, потому что ты имеешь возможность акклиматизироваться и подготовиться. Если ты хочешь штурмовать небольшие вершинки, то вполне хорошо пожить какое-то время на определенной высоте. То есть под конец я уже достаточно легко бегал там на 3700, на 3800 за день. И вообще, ну, то есть никакой горняшки, ничего не было. Ну и плюс ночью сухой, холодный горный воздух, и нет такой жары. По итогам поездки мне не понравились бытовые условия в кемпграундах, потому что ни в одном из них мы толком не нашли душ, то есть его там просто не было. Да. Кемпграунды без душа, вы должны самостоятельно решать ваши вопросы с тем, чтобы помыться. Оказалось, на восточном побережье везде в кемпграундах есть души, на юге везде в кемпграундах есть души, в том числе на юге-западе здесь. А вот на севере, запада в кемпграундах нет душ. То есть вот буквально мы идем, мы видим речку, мы бросаемся, идем мыться в речке, потому что где-то мыться надо. Да. Тут есть какие-то свои хитрости. В одном кемпграунде был какой-то платный душ, в другом вообще ничего не было. Ну, одним словом, это у нас была, считаем, разведывательная поездка. А дальше мы уже будем планировать свои отпуска, беря там одну-две эрии, то есть не больше. Что, например, в одной 5 дней, в другой 5 дней. Вот это, наверное, будет оптимально, чтобы походить, отдохнуть, никуда бегом не бежать. Ну, чтобы было не так обидно уезжать. Все, ребят, пока. Давайте до следующих встреч.